Окей, let's go. Так, что тут у меня по звуку. Так, стрим пошел. Так, все. Окей. Погнали. Так. Что я в прошлый раз тут делал? Это где? Стрим. Да. Все, что я здесь последний раз делал? Я в прошлый раз с этим, с Куна разговаривал. И я понял, что им нужно отдавать наркоту, потому что в любом случае есть у него вторая порция. Так, сейчас я звук сделаю все погромче, что-то у меня что-то тиховато. Действительно, у меня звук выключен вообще на минимум. Так, на 10 сделаю. Я разобрался. Alright, so you got Kuno's kilo. Here is how we do it. First, you give Kuno Kuno's kilo, then Kuno gives you half back. That's how we split it. It's the best way, street way. Не спросишь, как мне удалось миновать твоего отца? Под килошкой ты имеешь в виду грамм, так? Ладно, справедливо. Отдать Куну фланкон. Я оставлю их себе, хватит тебе наркотиков, тебе 12. Не отдавать наркотики Куна. Я оставлю их себе и сам все употреблю. Не отдавать наркотики Куна, я не готов принимать решения. Не спросишь, как мне удалось? You sent your little friend in dressed as a hooker, distracted him. That's some sick shit. Tell your little slanty-eyed friend, respect from the Kuno. Kuno wants to hear all about it, but first we split the kilo, then we shoot the shit. В порядку, сейчас выберу. Kuno means gram. Так, ладно, справедливо дать Куну флакон. Wow, that's heavy. Он помахивает крошечной бутылочкой, потом прячет ее в карман. There you go. More than half in there. Kuno's fucking honorable like that. Now tell me, how the fuck are you still alive, pig? Я там осмотрелся, непростая у тебя жизнь в этой квартире. Куна, я видел твоего отца. В квартире был учебник, подписан твоим именем. Там куча неоплаченных квитанций за коммуналку. Ладно, закончим с этим. Так, ну по порядку. The fuck do you know about Kuno's life? Kuno's got plans. Get the fuck out of here. Так, сейчас я проверю звук. Как он? Ощущение, что игра тише, чем я. Чем намного. Так, сделаю вот так. Так, поехали. Куна, я видел твоего отца. Yeah, you do some sambo shit, sneak in. Was the Beano-clad hooker thing real? Там было темно, мы прокрались внутрь, а потом так же быстро ушли. Куна, твой отец полумертвый алкоголик, он спал под грудой одежды. Я убил твоего отца, Куна, не. Это первое. You got lucky. Kuno's dad was out getting more drink. Kuno knew that. That's why he sent you. Kuno cares about his pig. Doesn't want his pig to get hurt. Ладно, окей. В квартире был учебник, подписан твоим... Давай еще раз. Yeah, you do some sambo shit, sneak in. Wow. Под грудой одежды. His posture changes. The swaying rooster motion stops for a second. Then he gets it going again, reorienting himself. Его поза меняется, на мгновение он перестает по-петушиному покачиваться, потом снова начинает, собрался. Fuck right. Kuno's dad was sleeping like a bum. Kuno told ya. Kuno's dad doesn't give a shit about anything. Fucking breaking and entering shit. That's nothing to Kuno's dad. You got lucky, pig. Kuno knew this. Kuno's fucking violent fiend dad's been drinking hard lately. Kuno knew you have a way in. Narrow window. Kuno window. Куна, хватит, парень, просто остановись. Хватит этой бравады, пацан, тебе больше нет о чем бояться.
Каким бы страшным он когда-то не был, теперь он ничто. Да, я был неправ, он настоящий хардкорный маньяк. Каким бы он страшным когда-то не был, теперь он ничто. Yeah, Kuno's dad is fucking nothing. Fucking coma shit, stroke shit. Kuno's dad is so fucking violent. He's had a stroke many times. Shit. Угу. Kuno's gonna have one too. Gonna be just like Kuno's dad. Speed shit, crime shit, fucking on the bed. Kuno's gonna go out like Kuno's dad. Revachol West style. Stop saying all this sad shit, Kuno. Fuck you Ой, talking Kuno. sad. Kuno's got hard shit, death shit, nothing shit. Как по воздуху про смерть, про ничтожество. Ты не обязан идти по той же дорожке. С высокой вероятностью ты и правда пойдешь по той же дорожке. Давай, скажем, Get your первое. fucking nun ass out of here before Kuno fucks it dead. You think 'cause you brought Kuno 1 gram of speed, you're friends now? Turn into... Kuno ain't turning into shit. Kuno is that shit. Kuno won! Oh, you won, Kuno! В квартире был учебник, подписан твоим именем. Yeah, so fucking what? Там было написано Куна, а не Ку... Там было написано не Куна, а Куна. Куна де Рютер. Fuck are you talking to Kuno about that kiddie shit? Отстойное имя Куна. Мне нравится Куна де Рютер. He's trying to fuck you again. Fuck out of here. Kuno knows it's fucking lame. That's why Kuno changed it. Kuno can change his name into anything. Gonna change my name into... Мгм. Don't change your name into that, Kuno. Там куча неоплаченных квитанций за коммуналку. Fuck right there were. Fucking 3 years or some shit. Да, гадаю, батя Куна на них пофиг. Нельзя жить в таких условиях, тебе нужно найти другое жилье. Найди работу, плати их сам, твой отец уже не в состоянии. Да, гадаю, батя Куна пофиг. Yeah, that's right. Kuno's dad doesn't give a shit about that electricity and light shit. Just wants to pound on people and drink. Тебе нужно найти другое жилье. That's right. It's a shithole. Kuno's gonna move underground. Leroy shit. Ancient shit. Kuno's gonna live in a fucking catacomb. Yeah, in a tomb, Kuno. Ладно. Yeah, pig. This shit is done. Now get the fuck out of Kuno's face. Kuno Понятно. doesn't fucking care. Ой, с Куной еще Fuck что-то does можешь Kuno поговорить? care? Ничего. Kuno doesn't... Так, что тут? Прокачки. Юх ты, барах, ты сколько у меня навыков, очков навыков есть. Мне тут по-любому надо вот это разблокировать. И... Может быть, пока оставить... Сурокская охота, контейнер раскрывать, белый траур. Пока не знаю, что туда обдумывать. Пока пусть будет, может мне еще понадобится. А эти очки у меня останутся еще на будущее. Буду их чуть позже вливать. Логика, концептуализация, визуальный анализ. На высоких уровнях. Но я не знаю, какой здесь высокий уровень считается. Так, ладно. Блин, Кима не видать. Когда Ким появится? Вот это вот хороший вопрос. Он что сделал? Открыл этот... Открыл Steam, оверлей. Закрыто. Я уже изучал его. Да? You take the legal document. Да, я изучал. Я только жвачку не изучал. Ну, сейчас жвачку изучать пока не хочу. Ага, уже никого нету, да? Ну, это открыто. Какие-то есть варианты? Is this about the questions again? Because I Oh. don't really know anything. У Фриты есть склад позади танцев A тряпья? warehouse? I don't know. Maybe. I don't really care what Frit does. Да ладно, расскажи хоть что-нибудь She полезное. looks up from under her brow. Fine. Frit doesn't have a warehouse.
Just a little back room here, okay? Она снова открывает журнал и не дожидаясь ответа. Ясно. Ничего интересного. Так, ладно. Ну что, вообще другие песни, музыка. Так, Харди есть здесь, так. И она здесь. А повара нет. А, стоп, а что я делаю? Я ж с геймпада хотел играть. Так, а где мой... Ну. Сейчас, секунду. Так. Все. Подключил. Отлично. Так, что у нас здесь? Блин, а как с Кимом связаться? Вот это вот большой вопрос. Behind, you see two, maybe three bushes grown into a single thicket over a period of circa 50 years. It takes time for a hedge like that to form. Прищуриться. There's a little slide panel up there to let some air in. No need to open it in spring. It's still too cold outside. One can't see into the union box from the yard outside. That hawthorn is too thick. Видимо, уже время. 58%. Подожди, давай отвернемся, сохранимся. 58% это маловато. You see two, maybe three. There's a yellow ribbon tied to one of the branches. Light yellow, faded with time. A tiny splash of color in the blackness of the thicket. Hanging from it, a bronze key. Someone hid the key in the bush and attached a yellow ribbon to make it easier to find. It's close enough to the latch up there. One can slide it open and just take it. Surely not a coincidence. Кто-то спрятал в кустах ключ, указать на окно. Громила оглядывается. Я попросил у вас вон тут ключик. Можно я протиснусь между вами и возьму ключ? Кит, можешь, пожалуйста, подать мне ключ? I'm not your janitor, cop. I don't even know what you're talking about. There's nothing there. Я его попросил у вас вон тут ключ. I need the fatty to get his feet amputated because the smell is killing me. We can't always get what we want. God damn it, Dennis. You know I can't help it. Его плаксивый голос совсем не сочетается с комплекцией. Sorry, fucko. These guys won't help you. Looks like you're gonna have to go bush diving. The hawthorn's got a bitch of a bite. I'm gonna enjoy the sight of you in the bushes out there. With a loud thud, the old man stands up, pushes the window open, grabs the key from the hawthorn branch and slides it across the table to you. The key is brass. Спасибо, дед. Workshop spare is etched into its bow. The old man closes the window and sits back down in silence. А где там форточка, я не могу понять. Come Ладно, on, не man. важно. We were just having some fun. Where's the harm in? I'm tired of listening to your shit. Кто-нибудь знает, почему этот ключ висел прямо за окном? Так, подожди, посмотреть на ключ у себя в руке. Хотел бы я знать, с какой двери. Давай, спасибо, кину Don't старику. thank me. I don't give two shits about your key. Кто-нибудь знает, почему этот ключ висел за окном зала для членов профсоюза? know it was there. Boys. Мужчина смотрит на ключ в руке, потом оглядывается зал. Парни. No idea. Never even seen it. Someone must have hidden it there before this room became our place. Посмотреть на ключ у себя в руке, хотел бы знать, какую дверь он That's an отпирает. older building. Who knows? Я знаю, какую он дверь отпирает. Нам даже в подсказке это говорилось. Ну, вернее, в одном из упрощений этого действия. Синей двери. Так, ну только вот один вопрос. Где Ким?
просто уехал на весь день. Опа. Так, появилась какая-то штука. Между ног у изображенной топлес девушки написано «L'origine della disco». Ясно. Так, ну ничего я здесь не вижу. Может быть... Блин, хочу идти дальше, поговорить с с Классие, но не могу с ней поговорить. Потому что мне нужен Ким. А Ким уехал куда-то, блин. Давай дальше. Сейчас я пробегусь, тут точек желтых не появится. Да ладно, пофиг. Блин, сейчас у меня громковато. Я сейчас сделаю себя звук потише. Так, а мне интересно, если здесь мне... Да, у вас тоже меняется. Ну так, мне кажется, лучше. Так. Ладно. Я хочу поговорить с этих про фемиды. Как они, фемиды или как они? Oh, hello, dear. There you are Криптидах. again. Of course, dear. Is there a particular cryptid that you're interested in learning Какой about? криптид самый большой? I thought we'd agreed on just one cryptid, sweetie. Но это настолько интересно, интереснее моей настоящей работы. Your work must get quite frustrating. Well, Нашла okay, его, just улыбается. one or two more. The biggest cryptid is, of course, the giant of Kokonur. It's huge. The giant lives in the most arid parts of the vast Kokonur Desert in South Sahara, casting a strange light across the barren wastes. Стоп, с каким красным странным сиянием? И насколько же велик этот великан? Он опасный? Mirage or psychogenous luminance. Дальше она не поясняет. Насколько же No велик? one knows for sure. It is like an awful mountain appearing from below the horizon and expanding to cover almost a third of your field of vision. Он опасный? The towering luminosity of Kokonur is a bad omen in local folklore. Some say it's a fata morgana, others, fate unimaginable. That's what makes it so peculiar. A species surviving at the very limits of scientific law. The giant of Kokonur must be the largest animal the planet can support. There are limits, you see, to how large a metabolism an ecosystem can beget. Some say a gravity anomaly below the Kokonur Desert might allow the creature to grow to these gargantuan sizes. Great. This is great shit. You need more. Gravity anomaly. Digging it. Digging this parascientific stuff right here. Паранаучно. Так, какой криптид самый маленький? Cryobacter catlensis. Cryobacter catlensis. Yes, a unicellular bacterium that was discovered in one of the northernmost points of Kutla on the Boreal Plateau by renowned geologist Caitlin Mijanou some 70 years ago. Чем она примечательна? Bacterial colony Mijanou found had remained alive while frozen in ice for longer than anyone could reliably estimate. Mijanou disappeared shortly after injecting herself with the bacteria she had brought back to study, no doubt in hopes of prolonging her own life. Так, стоп. Она себе ее вколола? То есть где-то в мире бродит бессмертный геолог? Не понимаю, зачем продлевать себе жизнь? Жить ужасно. Я тоже собирался жить вечно, символически. Она готовилась к концу света, хотела своими глазами засвидетельствовать сумерки бытия. Бессмертная бактерия, бессмертный геолог звучит безумно.
Чтоб она ее себе вколола? Yes, the bacteria had survived in the ice since times immemorial. It is not hard to see where she could have gotten the idea. У меня только одна фраза. Коронавирус, коронавирус. Ладно. То есть где-то в мире бродит бессмертный геолог? Yes, and she's quite mad too. After she treated herself with the bacteria, she stopped aging, but also became increasingly eccentric and irascible, so that even her oldest friends were forced to pull away. We can assume that she has been living somewhere in the wilderness for decades now, all alone except for the Cryobacter catlensis coursing through her bloodstream. А какой кредит самый The опасный? gnome of Jeroma. Жеромский гном звучит устрашающе. Жеромский гном звучит не слишком страшно. Давай так. Oh, it is. None of his victims survived. Grieving relatives never even found their bodies because the gnome's venom dissolved organic tissue. Что этот криптид... На что этот криптид был похож? It was reportedly a small creature with webbed fingers and a protruding forehead and a ungainly little thing. Quite scary to look at. A couple of campers found it when it was already dying. They heard an odd wailing in the woods and followed the sound. They were scared and wrapped it in tarpaulin to suffocate it. Чего? Испугались, решили задушить его, и чё? It still took the gnome of Jeroma an entire day to die. Ошибись. Сохранились его фото? Alas, no. And the first scientist who got his hands on the creature's corpse put it in a jar of formaldehyde, thinking that would detoxify the gnome's venom. Instead, all the venom leaked out of the creature's teeth and into the surrounding liquid, dissolving the creature itself. A poetic end, perhaps, but a real loss for science. Да. Паранормальное существо исчезло. Никто его не видел, да? Always, alas, and then it was gone. Isn't that overly convenient? Как удобно сложилось. Пропал, и больше его не видели. Нормально складывается, нормальное объяснение. Хватит придираться. I understand your skepticism, but that's what happens with things that are rare and stand out. Their disappearance is most memorable, and they are least likely to be found again. А бывают невидимые криптиды? What an interesting question. And the answer is yes, there are. И какие же? They're called a mamadakwa, or thin whisper of sound. And that's precisely what it seems to be. Self-replicating sound waves, invisible and intangible. It's very afraid of us, which makes it incredibly difficult to track. Korula Mamadakwa can also be translated as a whisper light and low. Шепот тихо шелестящий. А он может быть здесь, оглядеться прямо сейчас? Какие еще свидетельства того, что это живое животное состоит из звука? Почему Мамадаква так нас боится? Интересно, а что насчет шепот тихо шелестящий? Yes, that's another translation. They are Глаза ее both quite светятся зрачками. lovely, aren't they? Although the low part is a little ironic. The call de Mamadakwa makes, or rather is, such a high-pitched sound that other animals, including humans, can't hear it. It could be everywhere all of the time, and we wouldn't know. Но как животное может быть звуком? Many scientists have asked the same question. Some have claimed that it isn't itself a sound, but a tiny corpuscle that emits sound waves. But there's no evidence to support this theory. А он может быть здесь, прямо сейчас. Could be. As I said, it could be everywhere. And we wouldn't know any better. It could be ringing all the days of our lives and nights. Какие есть свидетельства того, что это животное состоит из звука? Plenty. It's the evidence that led to its discovery. In the 20s, a group of Areopagite ornithologists, that is, scientists who study birds, were trying out a new recording technology for capturing sounds outside the range of human hearing.
When playing back recordings they had made in the foothills of the Ea mountain range, they noticed certain anomalies, patterns that seemed random at first, but on closer examination were consistent with the waveforms of songbirds. Ага, певчих птиц. The scientists soon discovered they could track and even predict what appeared to be feeding, mating, and migration patterns based on sound waves in a strictly delimited range of ultrasonic frequencies, even higher than those of the highest pitched bat calls. They realized that they had discovered a new species and called it the Koldumamadakwa, after the Paracanasian name for the voice of God, which is said to be very silent. They grew quite obsessed with these little birds. Even though they couldn't see them, they could distinguish among individual birds and even began to name some of them. Имена? Sequester, Time, Joscan. Those are but some of the Mamadakwa they followed individually. А почему Мадаква так нас боится? That is a sad story. A group of university students assisting with the field work in their enthusiasm for the project, and no doubt because they were preoccupied with impressing their professors, nearly drove it to extinction. Почти вымерла? They tried to communicate with it and had no other means but sound. So they started sending out sound waves at frequencies they thought might match the Mamadakwas. And what happens when a sound wave meets another sound wave of the same frequency, dear? Psst. They cancel each other out. Psst. Они гасят друг друга. Они гасят друг друга. Exactly. And these tests were performed so recklessly that when they happened upon the right frequency, well, they wiped out most of the population. After that, the corpuscle appears to have migrated elsewhere. There have been recordings of anomalies similar to those spotted in Ea, but they've been few and far between. It's impossible to confirm the presence of any stable Koltumamadakwa population anywhere. Интересно, а что насчет... What about what? Ох, ненасытен я до криптидов. I'm glad you like them, but I'm not really one to tell you about all of them. You should ask. Я пока что все. Ясно, про криптидов мы все узнали. Блин, я хочу Кима наконец-то найти. Ладно, пойдем без Кима тогда дверь изучать. You see a heavy steel door with the key fits the dimple lock. It takes a bit of effort to turn it after all these years, but then the lock clicks. Dust rises before you like mist. A tomb? Haunted? No. Smells like engine grease and cut wood. A workshop. Мастерская. Сейчас накачаю кучу модов. Так, пойдем. Тут целый этот коридор, тут лифт есть. Надпись на автомате для пинбола. Франко-негрийский, нарисованные какие-то символы. Пинбол бесславная Диора. На задней панели изображена скорбящая женщина. Записка: внимание, запасной ключ привязан к кусту за окном угловой комнаты. Ага, зашибись. 5 монет. Фига тут, конечно, богато. Over there, in the corner. Пинбольный автомат? Not just any pinball machine. This is the pinnacle of pinball. Cornelius Gordy and the Mountain Goats. Давай-ка взглянем поближе. Cornelius Gordy and the Mountain Goats reads the golden lettering on top of the back box. There's a small column of text underneath. The machine is coin operated. Get the game on, Fingerboy. Those flippers are ready. Посмотреть так. Ну это мы с Кимом потом. Наклониться поближе, прочитать текст. Above the painting of a mustached man climbing a hill, a column reads, inspired by the legend of Cornelius Gordy, taken on the world's tallest peak, Corpus Muindi. The Mesk legend holds that when the nation is in danger, heroic Gordy shall return and save his people. Мне нравится, как он говорит Gordy.
Смотрите игровое поле. The theme of the game is to explore Gordy's climb through the perspective of goats and to ascend to the top of the mountain in a time of trouble. The peak of the mountain is at the top of the playfield. All the balls have small goat icons on them and represent the goats as they race up and down the mountain. Areas around the playfield represent Gordy's climb, places he was said to have camped, which the goats can discover. Что еще за козлы? Summit. Indeed, think of them as balls. Пейнтбол не для меня уйти. Подожди, я теперь могу? Over there, in the corner, пейнтбольный автомат. not just any pinball machine. This is the pinnacle of Cornelius Gore. Get the game on, finger boy. Those flippers. Да, можно будет еще раз. Так, ну с кем мы сюда придем? С кем мы тут поиграем? This small elevator is dimly lit by a bulb that's been glowing for ages. The latticed cage is open, inviting you to step inside. Smells of nougat and sweat. Your head brushes up against the ceiling. There is a control panel to your right, and just enough room for 2 people to fit in. The maintenance card under the control panel reads, Last maintenance, 10th July, 88. Подожди, а сейчас какое? Блин, подожди, какой год сейчас? Я понимаю, что вторник, блин, я год не помню. Ладно, посмотреть на кнопки управления. Зачем ты был нужен лифт? Кнопка управления. Monter, descente, and an international call for emergency assistance. That third one appears to be broken. A small steel plaque reads Halter 800. Halter is a Koningsteiner lift company who went out of business a long, long time ago. Зачем ты был нужен лифт? The deep scratches on the floor suggest it was used as a freight elevator for transporting heavy machinery and one man. Закрыть дверь, ехать наверх. Много всего интересненького. Так, что тут у нас? Маленькие окошки, наглухо заклеенные черной лентой. В них ничего не видно. Тут можешь пройти. Так, на полках стоят ящики с инструментами, запасными деталями. Так. Кто-то разобрал этот автомат для пинбола и вытащил всю начинку. So this is where they brought 40 pinball machines to fix them up a long time ago. Everything is covered with dust now. Видимо, в какой-то момент ремонтировать пинбольные автоматы перестали. Yes, pinball hasn't enjoyed a heyday for 15 or 20 years. Это бывшая мастерская по ремонту пинбольных автоматов. Ну понятно, это тоже относится к той. Yes, Martinez North 22. К тому зданию. Pinball arcade. A creak. Some dust falls off a shelf, and it has been forgotten. Now there is only one working machine in the main hall. The rest is lost to dust. Remember the dice maker? Then that means... Танц в тряпье, бывший пинбольный зал, Восточная Дельта. От него это все и осталось. As the dice maker said, yes, it all fits. Not that it has anything to do with the case, but then it went bankrupt. Your skin crawls from making the connection. А не значит ли это, что танцы в тряпье — часть проклятой торговой зоны? Yes, it would mean that. And God would not like that. He should probably be made aware that his establishment is part of the neighborhood ghost story. Закончить с мыслью. Окей, мы это ему сообщим. Надо... следы. You clearly see footprints in the downy carpet of dust covering the workshop floor. Кто-то был здесь не так давно. The dust has not settled again where these footprints have been made. The displacement in this dusty hell tells a story.
Что это вообще за следы? Neither the footprints nor the dust speak their secrets, but you know it means that someone has been back. Присесть и изучить следы. Large prints, most likely made by boots. The size is hard to determine. Sole could be bigger than vamp. The soles have left a pattern, uniform, horizontal lines. One person has been here. They've gone back and forth. The tips point both ways. This print is unlike one left by a regular worker boot. It is not a brand sole with logos on it. It seems custom made or old-fashioned. Shoe size is 41 to 42, maybe 43. It could be a large-footed woman or a small to average-footed man. This is, unfortunately, the worst, most vague shoe size there is. Один человек прошел туда и обратно. Эти отпечатки не похожи на те с разными подошвами. Не очень похожи на следы рабочих ботинок рядом с повешенным, да? Один человек прошел туда и обратно. Эти отпечатки похожи на те следы. Не похожи, да? They do not congratulate you for correctly recognizing what type they are not. Не очень похожи на следы рабочих ботинок рядом с повешенным, да? Footprints do not speak. They simply exist here, a product of the dust, just as the footprints outside are a product of the mud and apparently different shoes. Кстати. The footprints are still there. They have told their story. Так, они еще останутся здесь, да. В стене есть крошечное отверстие. Сквозь него видно спальню, которая находится за стеной. Ага. Подожди, я здесь не все изучу. Ух ты, ю. Стойте. Одежда. Это пыльный старый плащ, раньше принадлежал некому Нифлаксу. Имя вышито на шелковой подкладке, пахнет молью и старыми машинным маслом. Но сидит идеально. Странное чувство одиночества наполняет тебя, стоит затянуть пояс. Эмпатии. Детектив, там вот детектив. Так, ну вот это хорошее, мне нравится эмпатия и координация. Но это, короче, в определенный момент надо будет одевать. Прикольно, мне нравится. Подожди. Сейчас окажется, что здесь тоже, да, что-то в подкладке. Нет, в подкладке ничего нету. Это в джинсах было. Ладно. Схема автомата для пинболов в туристичной тематике. Тут что-то есть. Не знаю, так ладно. Идем дальше. The door is small but heavy looking. It's barred from the inside. Дверь небольшая, но выглядит тяжелой, заперта изнутри на засов. Отпереть. Запах сигаретного дыма, астра с ментолом. Мы на крыше. О, горсть высушенных белых цветов. Just as you look at the flowers, a gust of wind raises them from the roof, picking them up in the air. Быстро хватить. You catch a single white flower between your fingers. The rest fly off into the wind. It's a Maybell. The young woman looks at the Maybell in your hand. Just a glance. Then takes a drag of her. Чего? В смысле, она здесь? Где она вообще здесь? Где она тут затягивается? Холодный кофе и пепельница, похожа на ежа из-за большого количества окурков. Так, внутрь можно войти? Кровать заправлена в спешке. This window is pristine on the inside.
unlike the one next to it. Light from the desk lamp reflects off the glass in an untarnished golden halo. Провести пальцы по поверхности стекла. Smooth as ice. There are spots of mud and rain on the outside, even smudges. But the surface of the window is clear from the inside. No chips, no hairline fractures. Так, а мне сейчас одно интересно. Блин, я боюсь сейчас сохраниться поверх сохранения того. Мало ли произойдет баг какой-нибудь, сейвлог. Не знаю. Вот смотри, здесь нет никого. Теперь я иду, прохожу вот так, спускаюсь на лифте. Так, выхожу через дверку. И выхожу на улицу. Так. И... Ладно. Неправильно моя мысль. Was that? Could it be the Coldamama Dakwa? No. It's probably just your... Да, я что слышу. Послушаться. In your ear. There seems to be an extremely high-pitched ring. Ultrasonic. Lena said it was very high-pitched, right? It's like something tickles your ear. Lena also said that it couldn't be heard by any other animal, including humans. What you're hearing must just be a regular bird. Honestly, your ear isn't hearing a whole lot. The distant hum of the industrial harbor, the traffic. But, admittedly, there is a high-pitched noise. Сначала прислушаться. But then, isn't there always? There it is again. You're about to rediscover a long-lost species. Слушать It дальше. must be very close. Maybe, just maybe, it will come toward you. Keep still. It might perch on your shoulder. Замри, может тебе сесть на плечо? Замереть и надеяться, что птица сядет тебе на плечо. Oh no. The sound. It's moving away. Somewhere over there. No. Too late. It's gone. There is no ringing anymore. Нет, Just the вернись, sound of прошу the тебя. streets. Keep your ears peeled then. If the species really has migrated to Martinez, you're sure to hear it again. Какой-то наслушались, блин, сказок. Так, а что? Алмадаква. Временный бонус за... Так, сейчас, секунду. Я отойду. Так, где я тут? Я отойду. Так, я тут. Так. Кима не видать. С мыслями... Надо это вообще? Может быть, это меня куда-то по квесту приведет. Ладно, давай, короче, Колмадакву мы усвоим. 7 часов надо усваивать. Она уехала, она исчезла, я эти
товарищи тоже исчезли. Мы их потеряли. Что? А, там стол за этой. Блин, сохранился. Как бы у меня не было сейвлока. Потому что мне не понравилось то, что ее не было там. Но мне все равно игра такая, типа, она меня услышала. Или она увидела то, что я словил ландыш. А, стоп, у меня же ландыш есть в инвентаре теперь какой-то. Six crumbling petals rest on your palm. They're white, a bell-shaped crown. Somewhere in central Jamrock, Lieutenant Kitsuragi steps into the public library. Rows of shelves pass on either side. You feel he should be here for this, for in-depth flower analysis. Окей. Полицейская волна, я как будто на Кима только постоянно. Так, ладно, спускаемся. Ой, не-не-не. Мне же надо по лестнице спуститься. Давай. Расчет стоимости пребывания в отеле. Похоже, она останавливалась здесь ненадолго. Горы грязной одежды, одежда женская. Действительно, блин, чай еще будет. Номер оплачен примерно 4 месяца. То есть она, блин, я подумал, что она уже ушла. Уехала нафиг. Так, мадам, у вас тут есть кое-что мне нужное. Так, еще есть. Больше не вижу. Что могу открыть дверь? Подожди, мне интересно, если сейчас выйду, закрою. Теперь, если я на эту дверь нажму. Я открываю, ладно. Так, это что? Ага. Отсюда виден двор внизу. Трупа там больше нет. Она могла через это. Посмотреть зубную щетку. It's been used quite a lot, but not for scrubbing blood off towels or anything else interesting, it seems. Посмотреть на таблетки. Pharmaceuticals line the shelves, sheet upon sheet of pill bottle next to pill bottle. Acetylic acid, APAP, eye drops, blood thinners. Изучить флаконы. Pill bottles rattle like bones as you search the cabinet. Paracetamol, histoperidol. Something in a foreign language you can't read. Behind them, an unusually shaped nasal spray. Its label reads, Nacra. 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 This is used to treat opioid overdoses. Always handy to have around. Изучить блистеры. Among some foreign, probably Messinian or Gotwaldian, marked red blister packs you find. What do you find? This is going to take a little know-how. Отходняк, нормально. Сейчас закрыть шкафчик. Электрохимию даю. Нет, он электрохимию не дает. Он дает психику и моторику. Так, я сохранюсь. Сейчас я приоденусь. Товарищи, который ходит электрохимию изучать. Так, электрохимия. Сумрак, полицейский, века. Электрохимия. 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 Фига, у меня сколько всего на электрохимию. Офигеть. Plus a bright orange bottle with peptide stamped on it. In sunny, happy letters. Jackpot, baby. That's the stuff you're looking for. Your palms begin to sweat just holding that little plastic container. Чем примечательна оранжевая баночка. It's speed, man. Just what you were looking for. They call it dextroamphetamine and talk about psychological disorders. But what we're seeing here is some scientifically advanced trucker speed. Просто открыть его и взять.
feels like gold in your hands, light and precious. Так, подожди. Оранжевый пузырек с препаратом. F5. Я его реально просто использую. Now that you've acquired some stimulants, it's time for a little... Так, нет, загрузить я не хочу. Ну, это получается, мы просто берем в руку. Так, а теперь я можно оденусь как нормальный детектив? Так, моя рубашечка. Подожди. Нет, вот. Логика. Теперь мне нужны самообладание. Так, что у меня еще было? Концептуализация. Я был без перчаток. Может, вот эти сумрак одеть, перчатки. Что у меня вообще одето? Самообладание, логика, концептуализация. Шляпа, энциклопедия. Внутренняя. Так, визуальный анализ, сумрак. Самообладание, эквилибристика. Даже 3 бутылки нет. Что у меня по обуви способом постоянного косвенного налогообложения? Это мне не надо. У меня была техника на руках. Щетки с техникой были. Давай технику возьму. Здесь ничего больше. Так, ну здесь больше ничего нету. Блин, издевательство. Где Ким? Отправили Кима, блин, туп отвезти. Он отвозит его 10 часов. Блин. Киму можно в квартиру пробраться? В комнату. Деодра. Деора. Может быть, он уже внизу стоит, ждет. Там дама какая-то стоит, которой обычно не было. У меня, кстати, в комнате что-то появилось. Я могу сейчас в комнате что-то сделать. Окно починить не могу. Вот эта бутылка, блин, почему не могу взять ее? A mirror hangs on the bathroom wall. It's barely covered in steam anymore. It's your face in the mirror, adorned with the expression. Я могу это сделать. Я могу одеться полностью в электрохимию и просто брать климасу. Мне нравится, она прикольная. Тут мадам, та, которая с головомером стояла. Так, друган. Окей. Так, ну можно, в принципе, Гарту рассказать. Гарт, я бы... А если бы я сказал тебе, что пробраться в заднюю комнату за стальной дверь? Что я пробрался, а? Значит, телефонная линия не работает.
Losers. Правда ли, что она не сама Who сломалась? told you that? Кто вам сказал? Я не разглашаю свои источники, это было вы недостойно. Fine, yeah. It looked like someone had messed with the wiring. It was shortly after the hanging, but I don't know if it's at all related. Plenty of assholes around here who aren't murderers. If you do find out who cut the line, though, let me know, so I can forward them the repair bill. Гард, если бы я сказал тебе, что пробрался в заднюю комнату за стальной синей дверью. Oh, okay. Well, I did hear you make noise back there, so good for you. He's really holding himself back here. Так и не поспоришь? Okay, Не спросишь, что what там? is back there? Скелеты, мавзолей с покойником, пейнтбольные автоматы, целый зал. Ничего, зияющий чернотой пасть конца мира, конца времен. Пейнтбольные автоматы. Ha! I knew it. I've always wondered where those machines by the door came from. And they told me there was some kind of pinball thing here too. I knew it. Were there any back there? In working order, I mean. Что, хочешь сыграть? Я не против. No, I was just wondering if you found pinball machines there. He was wondering about something business related, about how much money he could make off one. Помышляешь снова превратить этот зал в пейнтбольный? Если ты помышляешь продать автоматы, хочу солидную долю. Как члену совета директора ударить тебя в грудь, я подрывник. Чую, назревает капиталистический заговор. Промышляешь теперь? No, but we could diversify the entertainment options, seeing as you've opened the door back there. The machine we have in the corner now is broken. It wouldn't hurt to get a little life in here, other than the hellish karaoke machine. That one's always causing trouble. Yeah, those numbers he's adding up must be making good sense to him right now. Sounds like he cares about the place. He's not going to be overjoyed to hear that it's part of the doomed commercial area. He should still know. You have to be forewarned about these things. В одной стене есть дыра. Он вздрагивает. В какой стене? Наверху есть тайная задняя комната прямо рядом со спальней Клаосия. Там я нашел ее вместе с пейнтбольным автоматом. I'll have it fixed at once. Thank you for letting me know. I assure you, the whirling does not abide spying on its guests. The color has drained from his face. Он побелел как полотно. А ты точно сам не подсматривал за гостями? Absolutely not. Fuck you for even implying it. It wasn't me. It wasn't my stuff. The establishment will look at it and ascertain what it was. Well, he's definitely not lying. He wouldn't endanger this business like that. Ладно, теперь ты в курсе, подвести итоги. I'll patch it up personally. Was there something else about the establishment? Так, подожди, я сейчас сохранюсь. Я ему сообщу. Can I help you? В танцах. What? Он слегка напуган. We're at a completely different address from that whole thing. So he knows of the doomed commercial area and its address. He's thought about this. Погоди, то есть ты знаешь про проклятие? Танцы перечислены в списке на домофоне снаружи, как один из бизнесов зданий. ВБ. Ты взгляни, там проводку. Ты глянь там проводку. Я пытался набрать гостиницу и не дозвонился. I've been working here for a long time, and that intercom has never been used by the whirling. Погоди, прям ни разу? Разве это само по себе уже не указывает на упадок? Раньше в танцах был зал для пейнтбола, Восточная Дельта, потом он прогорел. Прогорят и танцы, да и только время. Раньше в танцах был зал для пейнтбола, Восточная Дельта, потом он прогорел. Хотя, может, танцы увильнут от проклятия. Я вот это... Does this look like part of a doomed commercial area? This pre-revolutionary tilework, these high ceilings, the nice rooms, well, most of the rooms. For 14 years, man. That's how long I've worked here. I've kept this place up through hail and through sleet. Fuck me, if some doom ghost...
ты тут давно работаешь. Наверняка, наверное, любишь это место. Yeah, it's slowly growing on me again. It's beautiful in its own way, especially for this neighborhood. I've been trying to keep it that way. Even if it is part of the damn doomed commercial area. Да не парься ты так об этом прозвище. I don't place much stock in the curse and so on, but the label frightens the clientele. Who wants to stay at a doomed hostel? Everything's doomed enough without that. А кому принадлежит это здание? Some real estate management company. They never come around here, just collect money from afar. Honestly, I think some money laundering might be involved. А кто назвал его танц в тряпье? Well, it sure as hell wasn't the real estate company. Ты? You look surprised. What? It's a great name, I know. Cafeteria managers come up with great names too. It's from a song. Песня. Hail, Holy Queen, by the Ateneers. Hail, Holy Queen of the Sea. You're whirling in rags, you're vast and you're sad. Угу. Та, что тоскует, танцует в тряпье. Славься, святая царица морская, цитирую. Славься, святая царица морская, та, что тоскует, танцует в тряпье. Угу. Ну, удачи с заведением. Luck has got nothing to do with it. I need to think about where I'm going to place those pinballs. I have a feeling they're going to help. Against the doom, it's implied. So, if you didn't have anything else to tell me... Yes? Так, окей. Нормально мы. Я хочу все-таки тогда сыграть этот пинбол, пытаться. И если что, сказать ему. Over there, in the corner, not just any pinball. Cornelius will get the game on, finger boy. Those flippers are ready. It takes a while to get into a rhythm, but pretty soon you're able to keep 3 goat-faced balls in play with relative ease. Go, go, finger boy. Я хорош. Your game is definitely improving. The jolly goats are flying all over the board, and although a few plummet to their deaths, you're never left with less than 3. Suddenly, a special passage leading to the summit slides open at the top of the board. This is where the balls need to go. Сконцентрироваться и прицелиться. Maneuvering a goat ball into a position for a perfect hit isn't easy. More fall to their deaths. But finally, the opportunity presents itself. One of them gets through. Tiny hammer shatters something inside the machine. Something glass. An ampoule? The words "pale rupture" light up on the speaker panel, and the machine starts filling with a thick, milky fog. Something's happening. There's so much fog, you can barely see anything. Some is actually leaking out of the machine. This can be navigated. The balls leave almost imperceptible disruptions in the fog. Use them to calculate where they hit next. You're down to your last goat, going mostly by sound. Eyes are useless at this point, but that goat is something special. 5 times you snatch him back from the jaws of death. You're in a perfectly balanced system where neither you nor the pal is able to get the upper hand. This could go on forever. Плохо в играх с мячом. Что? Что вообще делать игры, в которых невозможно победить? Даться, потому что победить слишком сложно. На пробу. How if you can't even see it? The last goat plummets into the fog with almost suicidal glee. There goes nothing, finger boy. А еще можно? The machine is dead and silent. It needs serious maintenance before anyone can play again. Так, подожди. Can I help you? Another thing. Great. I love those. Yes?
Another thing. Great. I love those. Oh? He's really... Okay, what is back there? Ha! I knew it. Were there any back there? No. He was wondering about something business-related, about how much money he could make off one. It wouldn't... Yeah, those numbers... Yes? Так, подожди, еще мы сломали просто аппарат футбольный. Да не, я хочу в него сыграть с Кимом. Тут он целый еще, по-моему. Тут он еще... А, подожди, с Гартом мы уже поговорили, да, на все темы? Can I help you? Another thing. Great. Oh? He's really... Okay, what is back there? Да, уже поговорили. Все, это загружаемся. Плохо в играх с мячом, да. Мы один мячик уже выкинули далеко-далеко. Over there, in the corner. Он цел. Окей. Не удивлюсь, если Ким появится только на следующий день. Так, давай. Что интересного? Так, ну здесь тоже ничего интересного. Остается теперь дождаться Кима. Ну, с Кимом единственное, что можно сделать, это поговорить про ромашку. Ой, про ромашку, про эту. Про цветок, который у меня в кармане, про пулю. И... Ну, с классей сейчас не поговорю, ее нету. The tracks are as they have ever been. A bit more worn, perhaps. Мы здесь были так. An old East Delta Commerce Center. This must be the name of the doomed commercial area. Сила воли, подожди, сила воли. У меня что-то было на силу воли, по-моему. Любая сила. Драма, скорость. Так, нет. Полицейская волна, концентрация, внушение. Это химия, полицейская волна, авторитет, логика. Не, на силу воли у меня ничего нет. Может, у меня на силу воли есть боевой... Так, -1 боевой дух, а это моторика и психика. Не, она просто дает. Физиология, боевой дух. Подожди, это если я просто беру в руку? Нет, надо применить. Одежда. Тут ничего не сделаешь, взаимодействие. А, ну можно... Давай. Строчку. The scent of apricots with a touch of cinnamon. Smells like the end of some distant summer. The surface of another planet or some ancient temple. Сделай глубокий вдох. Окончание лета. The sun sets into the sea, but the water does not boil. Instead, it turns to liquid gold. For a moment, the world's store of precious metals seems to increase dramatically, and you are rich. There is a movement next to you, the shuffle of a small coat, warm like the evening. But when you turn toward it, there's nothing there. Теплого, как и сам вечер, но когда ты оборачиваешься, рядом пусто. Куда ты? Why are you talking to a gum wrapper? Древний храм. Yes, from the height of antiquity, a Сделай long time ago. глубокий вдох. On an island of time you can never return to. Bitter, citrus,
sweet. It seems to grow stronger like a glow with every breath you take. Whatever petrochemical byproducts they used to create this artificial flavor have bonded tightly to the wrapper, or is that just your memory filling the gaps? Until a blossom of skin and flower petals erupts behind your closed eyes, made of toffee, cream, and distance. You just had to take a dive. Feels so familiar. Понятно, вот тут просто мысль словили в этой жвачке. Написано от руки. The note is written with a blue pencil. Someone has scribbled, S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio, so I had to. You'll find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. The note does not. Are you serious? You sure you don't want to hazard a guess here, detective? Ты про Куна? Ding ding ding. We have a winner. Безграмотный рыжий шкет, окей. Кто написал эту According записку? to perhaps someone who belonged to the defunct radio computer company. Почему злой блок оставили в Sounds морозильнике? like a question for a detective. Detective. Окей. На The worn карте. map features the patch. Your finger moves. Так, ну это Finally. было. The worn map features your finger moves through the various streets. Finally, coming to a halt on the spot where you are currently standing. Понятно. Татуировки. An intricate web of blue lines. It still kind of looks like Так, это было. it's just a racist, but С кружкой ничего. Так, сейчас.
Так, я тут. Продолжаем. Блин, минут, наверное, 10 отсутствовал. Печально. Так, жвачку мы изучили. Цветы нельзя. С пулей это с кимом надо. Так, а я включил. Да, я включил звук. Так, остается. Здесь ничего нельзя изучить. Это все можно поотдавать, продавать. Так, сейчас. Снова отойдем. Так, я тут. Взаимодействие. Это я полностью изучу? Да, полностью. И кима нет, делать нечего. Хоть скипай день, просто. Ну, тут надо пробежаться, посмотреть, что еще осталось. Тут ничего. Здесь надо монету вкидывать. Чё интересного? Так, давай-ка тогда сбегаем сейчас к стене, например. Так, что у нас тут? Ага, на стену ничего не взаимодействуется. Может поговорить. Зарет. Сейчас. Так, ну что здесь? Так. Погнали. Там ничего, здесь ничего. Я просто сейчас ношусь по городу, чисто посмотреть, что еще можно изучить. Тут ничего. Так, внутрь можно зайти? Можем. Изучить здесь ничего нельзя, кроме Цакуна. Ничего. Надо сейчас сразу выйти сюда. Там что-то будет в будущем, я так понимаю. Понятно. Этот товарищ уже уехал. Ну куда он там делся? Так. Балкони. Про Карла Красомазова мы тут ничего не можем, да? A plaster cast bust depicts a middle-aged man with impressive sideburns. The name on the plinth reads Kraz Mazov. The bust doesn't reply. The hallway behind the door is empty. No one heard your word. Ладно.
Здесь что у нас? Ничего. С дамой ты можешь поговорить? Give me a moment. Ask away, policeman. Расскажите мне про человека, который живет в конце коридора, про Уно де Винтера. I don't want to talk about the waiters. Помочь уборщица, принявшись копаться в карманах, словно что-то ищет. Addicts, all of them. And sometimes I hear them screaming. They don't like me cleaning behind their door. Think I'm listening in on their fights. It was dirtier there. After the janitor's closet, she avoids the end of the hallway. Я видел просроченные счета, их собираются вышвырнуть. No one likes them in this building. It's only because of the kids they haven't been thrown out. I don't like talking about those people. She mumbles some kind. Понятно. Ну, в этом плане этого Куну жалко. Ух ты ё. Получен 16... Чего? На 16 дней холодного апреля. Ха-ха. 12 мгновений весны, я не пойму. На обложке изображена черно-белая радуга над скоплением бетонных зданий. Книга рассказывает о тяжелой судьбе двух влюбленных во время этнического беспорядка в Югограде. Жанр психологический реализм. Визуальный анализ он мне дал. Книгу достать. Нормально. Так, на балконе есть у нас что-то здесь. Нету. Давай внутрь зайдем. Блин, прикольно она так нарисовала череп. У него глаза так светятся ночью. О. Сотни крошечных лапок снуют там под решеткой, городские крысы. Окей, понял. Что ты мне скажешь? Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Ничего, подожди, а можно же на всякие постоянно куда-то косишься. That is on her. Someone's got to keep an eye on a first name basis with her. Откуда столько негатива? Have you got a crush on? Can't you? I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. Yeah. She means the opposite. Ничего интересного. Так, давай тогда спустимся вниз к Джойс. Книгу еще можно почитать. Что? Что с тобой, игра? Выпусти меня. Есть. Так, надо с Джойс еще поговорить, что мне Джойс нам расскажет. Мы с Джойс можем еще рассказать про этих, про Харди Бойс. Итак, я поговорил с Эвером еще раз. Он попросил меня открыть одну дверь для него. Нет, я имею в виду, что он попросил меня открыть обычную дверь в обычную квартиру человека. Это было необходимо, я получил информацию, важную для дела. That's good to hear, detective. Police work is rarely pretty, but it sounds like you did what you had to do. Her bartering mind cannot fathom that you didn't ask anything in return. Самосуд организован воинственно настроенным крылом профсоюза. Эврар говорит, что Аутпайнс отправили наемников, чтобы разобраться с профсоюзом, и теперь один из наемников мертв. Эврар приказал воинственно настроенному крылу профсоюза оказать полное содействие в ходе расследования. Кажется, он вообще не переживает о развитии этого конфликта.
Мне больше нечего сказать, давай по порядку. Yes, that's the talk about town. The Hardy Boys, they're called. Find the name rather amusing, honestly. Эвер говорит, что Элд Пайнс отправил наемников, чтобы разобраться с профсоюзом, и теперь один из них мертв. Misinformation. This is all because we haven't shared information on the lynching yet. See? Already the adversary uses it to their advantage. Don't let him. Угу. Вы не должны этого Hurry допустить. up on that probe. The moment you tell me you're finished at the traffic jam, I will gladly tell you the company's side of the story. Поторопитесь с проверкой, как только вы сообщите, что разобрались с водителями в пробке. Что? She must really want you to look into the drugs. Otherwise, she'd tell you. Эвер приказал воинственно настроенному крылу профсоюза оказать полное содействие в ходе расследования. How benevolent. Hopefully they'll help you sort this whole business out, if they haven't already. У меня есть основания полагать, что самосуд был лишь прикрытием. Я больше ничего не смогу сказать по этому. Так, первое. My. Very interesting. So the militant wing is protecting one of their own. Her mind races to the conclusion that most benefits her interests. That doesn't mean she's wrong, though. Looks like you may untie this knot yet. Кажется, он вообще не переживает развитие этого I конфликта. wouldn't have taken Everard for a saber rattler. Was he surrounded by union men he wanted to impress? No, it was more like he wanted things to get worse. In secret, Нет, of course. там не было никого, кроме нас. Кажется, он очень уверен в своем способности держать все под контролем. Он никого не пытался впечатлить, думая, он действительно хочет эскалации. Вы правы, возможно, он просто разыграл передо мной свой спектакль. Нет, там не было никого, кроме нас. Кажется, он очень уверен в своей способности держать все под контролем. Я думаю, первое. Or he wants you and me to believe he's calm and in control. He's a politician. Политик. Быть может, он манипулировал. Нет, я абсолютно уверен, что правильно его понял. Первое. I'll think it over, detective. Thank you for relaying this information. Have I underestimated the union's ferocity? Больше What ничего you said is сказать. quite enough. You've given me a lot to consider, and may have helped me prevent this conflict from escalating. Просил доставить один Sounds конверт. like he has you running errands, detective. A well-established dominance ritual. Where did he have you deliver it? Безымянное поселение на побережье, тут недалеко. Ah, yes. I've been meaning to go there. With longing. Clear and simple longing. Он хочет построить Why does she здесь... want to go there? Он хочет построить здесь молодежный центр для Мартинза. Вам очень нравится эта деревенька, правда? Так вы расстроены, что не можете купить это место? Он хочет построить A здесь, да. youth centre with Edgar Clare's statue on top of it. Ее полный сожаления взгляд скользит по воде. Go ahead. Help him. Make it so. I have no power to stop him. Вам очень нравится деревенька, I правда? should be. In my youth, I had a brief dalliance here in Martinez. He was an older man with impossibly broad shoulders. He's probably dead by now. Even his shack is long gone. Not that it matters. These buildings are all carbon copies of one another. Сейчас я... Тут кое-что не написали. Так. Нет, я не... Так, сейчас, секунду. Так.
ладно. Вы были в Мартинезе раньше? Yes, I was slumming it with some girlfriends of mine. We had boats and... Don't hold it against me. My paramour certainly did not. Похоже, вы скучаете по тем временам. Overly so. It's not like this was the only place we visited. Me and my girlfriends from Azon with our shiny boats, like reavers. We told ourselves we were the worst thing to happen to the coast since the coalition landed in 08. Imagine. Так вы расстроены, что не можете купить это место? Yes. I'm sad I'll never have the time, detective. I've always wanted a dilapidating fishing village. She is more defensive about it than usual. Full of ghosts and ancient memories. Has this... Of course, detective. You can always drop by later, should something come up. Of course. Так, есть, я слышал все, что нужно. Don't tell her you've met Everard right away. There's time. Мы уже сказали. Вы не могли бы еще раз рассказать о татуировках и так поговорить с Эль? I fear I've told you all I know. It's an orange... Is there anything else I can help you with? С поводу так реальности. Кстати, про реальность. Офигеть, тут еще что-то. My favorite part of the day. Go ahead, ask me anything. Что такое тяжелый случай энцефалопатии? It's a neurological disorder caused by a lack of vitamin B in the brain. Symptoms include a retrograde amnesia. It's quite serious. You should get yourself checked out. Из чего возникает энцефалопатия? Well, it's either bariatric surgery or long-term alcohol use. Ну тогда, скорее всего, из-за операции. Это точно из-за пьянства. She nods slowly. Расскажите мне, что вы такое. Задумывается она. От этого и не отвертеться. Так, что вы такое? I am the vilest of the vile. A traitor. A devourer of nations and infants. I am an ultra. She raises the corner of her mouth, smirking, revealing the canine. Погодите, что такое ультра? Диос мио, крестишься ты, либерал. Круто, я и сам либерал. Либерализирую из всех сил. Не понимаю, что тут такого ужасного. Погодите, что такое ультра? An ultra liberal. It's a type of liberal from the revolution. It's not the moderate kind. Не понимаю, что тут такого ужасного. Haven't you heard? I am a nether creature of the Forbidden Swamp. One of those who pushed the king under a shit wagon and betrayed the revolution. We surrendered the nation to financier pirates. No sane person identifies as ultra-liberal anymore. Not in broad daylight. I can see we're not so different, you know. Tell me, now that I've uncoiled myself. In her green eyes you see a mixture of truth and Ее self-satire. смесь искренности и самоиронии. Я прощаю вас, но только потому, что вы так очаровательны. Давай вот это. A devil, who being of great charm and guile, sneaketh into the homes of the godly. That dialect is ubi sunt. You recognize it's a quote from somewhere. A play written way back. И же убеждаючи во власть свою отдаться. Дьявол ужасный, ты медленно качаешь головой. Ah, maybe you remember more than you let on. Despite whatever brain damage the alcohol may have inflicted. Дьявол ужасный, ты медленно качаешь головой. We're able to continue as friends, despite my scaly bulk and my intimidating liberal credentials. This was not the plan all along. When the dust settled, the liberals were the only ones left to clean up the mess. By virtue of their survival, they were handed enormous power to shape the future. This was all our last generation managed. А вы поступили бы иначе? With due respect to our overlords, the eternal caretaker government that keeps Martinez a monument to the efficacy of its artillery, I would not have relinquished sovereignty to the coalition. Not here in Martinez, and not in the Stella Maris or Delta Beachheads either. If not for my own sake.
She realizes her small, cold fists are clenched. She loosens them. Then for my daughters, we had an obligation to defend our sovereignty. We should have burned the whole Isla down rather than let them have it. Dark orange flames reflect in her green eyes. An oil fire on the ocean. Вы умная женщина. Perhaps. My Ее все-таки intellectual любым извинят. vanity will be my undoing. You're no dummy yourself. Ты и сам не дурак.